Здравия всем слушателям и подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков, и в этом видео мы с вами увидим высокоразвитую цивилизацию полой Земли. В прошлый раз я вам обещал показать то место, где на нашей Земле до сих пор используются высокие технологии. И в этом видео я выполню свое обещание благодаря одному из подписчиков, который дал мне ссылку на интереснейший роман, который называется «Закопченный Бог» или «Путешествие во внутренний мир». Я хотел бы, чтобы после этого видео и той информации, которая будет мной изложена, все вы, люди, которые здравомыслящие, которые посмотрят это видео, скажут: да, то, что раньше считалось невозможным, теперь переходит в разряд «это возможно и это может быть». Потому что до этого мы уже рассматривали теорию полой Земли, все ссылки на материалы в описании. Но этот роман, на мой взгляд, в куче с другими материалами просто ставит окончательную точку и решает многие так называемые неразрешимые загадки и показывает реальное строение нашей Земли. Так давайте же изучим те материалы, которые у нас имеются. Дело в том, что в 1908 году вышла книжка Уиллиса Джорда со странным названием «Закопченный Бог», в которой рассказывается о загадочном приключении норвежца Олафа Янсена и его отца, которые в 1829 году они поплыли на север и ухнули в дыру около Северного полюса. В итоге путешественники оказались в неведомом мире, где обитала высокоразвитая цивилизация. Подземные жители общались между собой бессловесно, то есть телепатически, и перемещались с огромной скоростью в дискообразных летательных аппаратах типа летающих тарелках или виманах. Там было и свое солнце, расположенное в центре Земли. Отец и сын провели в подземном мире 2 года и вышли из него через дыру около Южного полюса. Вошли в Северном полюсе, а вышли через 2 года из Южного полюса. Но при выходе старший Янсен погиб, а сын выжил и вернулся в Европу. Дело в том, что многие скажут: ну, мало ли какой роман, мало ли кому что покажется, но мы будем искать всегда истину по деталям. Потому что если нас хотят обмануть, ну, тогда все время ошибаются в деталях, и мы видим нестыковки. А если же детали соответствуют другим источникам, совершенно друг от друга независимым, значит перед нами не просто детали, а факты. Ну а факты того, что Земля полая, я показывал и в предыдущем видео, и вы много раз читали в различных статьях. Ссылки на все эти материалы, как всегда, в описании. И знаменитая Шамбала находится где-то под землей. То есть легенды всего мира говорят о том, что Земля полая, и в ней существует высокоразвитая цивилизация. Но этим легендам сотни лет, тысячи. А здесь свидетельство буквально последних 200 лет. Кстати, Янсен родился, хоть он и норвежец, но он родился в то время на территории Российской империи. Так получилось. Так что он нам чем-то близок, и мы рассмотрим, что же он за информацию там изложил. Потому что кроме его информации есть множество других фактов, которые и современная наука показывает, что Земля-то полая. Так давайте послушаем старого скандинава, что же он утверждал. Он обращал наше внимание на то, что на островах Шпицберген и земля Франца Иосифа стаи гусей могут быть замечены ежегодно, летящими дальше на север. Но никакой ученый еще не объяснил, в какие земли эти птицы направляют их инстинкт. Потому что посмотрите на любую карту, на севере после этих земель ничего нет. Ну, согласно официальной науке. Но Олаф Янсен дал нам самое разумное объяснение, что Земля полая, и эти животные, эти птицы направляются во внутренний мир. Олаф Янсен также утверждал, что северная дыра, вход или отверстие, если можно так выразиться, составляет приблизительно 1400 миль. Ну, здесь вам представлена иллюстрация различных фотографий Земли, а именно полюсов Земли. И
недавних и вообще изначальных, где мы видим какое-то технологическое отверстие в центре, где мы видим какие-то воронки. Но здесь от себя хочу добавить, скорее всего, тот, кто записывал Олафа Янсена, все-таки немножечко ошибся, и больше похоже, что это не северная дыра, вход такой имеет, а именно южный полюс, скорее всего, ближе к 2253 километрам, а северный вход все-таки чуть-чуть поменьше должен быть. Ну, потому что карта так показывает. Там просто не может быть на Северном полюсе такой дыры, а вот на Южном может быть. Плюс, я же говорю, вот эти фотографии со спутников, они фактически, они там многочисленны. Просто нам их не показывают. Обратите внимание, и размеры дыры меняются от минимальных до максимальных, тоже гигантских. Причем на снимках старых, как Северный полюс, так и Южный, я так понимаю. Но это тогда ставит все на свои места. На самом деле полая Земля фактически ставит на свои места многие параметры. Вот более-менее современный снимок Северного полюса, скажем так, не заретушированный. Что вы видите? Действительно, технологический вход в полости внутренней Земли. И это уже фотография 2011 года, можно сказать так. Но подобных фотографий множество. Они, я же говорю, они были и раньше, и сейчас они всплывают одна за другой потихонечку. Это тогда все объясняет, потому что плюс мы знаем, что у нас есть магнитное поле. Вопрос, откуда выходят эти потоки? Если там сплошные глыбы материи, то как они их проходят насквозь? А если там действительно есть технологические отверстия, скажем так, когда нет таких гигантских тысячекилометровых глыб материи, то тогда все понятно, почему магнитное поле так свободно движется. И здесь, кстати, с магнитным полем есть объяснение, которые движутся как раз не из центра Земли, а из ее оболочек, как оказалось. Но это мы сейчас все увидим. То есть эти потоки откуда-то выходят и куда-то входят. И не обязательно это должно быть связано конкретно не только с центральным светилом, но и с теми оболочками, которые мы представляем. Плюс, обратите внимание на вот эти вот водовороты. Водовороты, которые идут в Северный Ледовитый океан, они идут из Атлантического океана. Они идут из Тихого океана. Сюда впадает вода рек Сибири, Америки. То есть Северный Ледовитый океан впадает гигантское количество воды. А выходить-то ей некуда. Ну, согласно официальной науке. То есть официальная наука, смотрите, какие рисует мощнейшие потоки. Атлантический океан, Тихий плюс реки. А куда выходит вся эта вода? Они говорят, ну вот, расстояние между Исландией и Гренландией вот такое небольшое, то есть в разы меньше, чем потоки входящие. А туда она вся выходит. Да она не в состоянии просто выйти. То есть приток воды не соответствует тому, что выходит. Какая-то часть воды, конечно, уходит, но получается, что большая часть воды куда-то пропадает. А если Земля полая и здесь в центре есть, скажем так, технологическое отверстие, может что-то типа клапана, я не считаю, что оно всегда должно быть открыто. Ну, допустим, какой-то клапан, на который надавили массы воды, оно там открылось. Если воды мало, оно может потихоньку закрываться, потому что мы знаем раньше, что, опять же, в теории и до Ария всплывало. То есть, а если что-то может всплыть и обратно затонуть, то это получается система что-то типа клапанного типа. Ну, тогда это и объясняет, а куда вся эта вода девается? А очень просто. Она попадает в Северный полюс, попадает во внутренние полости Земли, в основном выходит где? На Южном полюсе, а с Южного полюса куда опять идет водоворот? Опять на Северный. И тогда весь этот водоворот становится на место. А так по этой картинке вода, которая приходит из Атлантического и Тихого океана, ей просто некуда деться. А теперь понятно, куда она девается.
Друзья, не могу пройти мимо грандиозной предновогодней распродажи на все товары марки Синтезит. Только до 29 декабря у них скидка до 40% на все препараты. Вы знаете, в следующем году серьезно вырастет налоговая нагрузка, и Синтезит вынужден будет поднять цены. Но сегодня можно купить не просто по старым ценам, но и с самой большой возможной скидкой. Всем рекомендую попробовать Синтезит, в том числе их уходовую косметику. Ну давайте послушаем старого скандинава дальше. Что же он говорит? Расстояние от внутренней поверхности до внешней поверхности составляет примерно 300 миль. Это важно, запомните, 482 километра. Центр тяжести не находится в центре Земли. Внимание! А в центре вот этой вот корки, которая примерно 500 километров. Поэтому центр тяжести на 150 миль ниже поверхности. И что говорит старый скандинав? В этом особом пункте на 150 миль ниже поверхности сила тяжести прекращается и становится нейтральной. То есть происходит потеря веса. Потеря веса происходит по его словам. А он, напомню, он вошел, вот вам эта иллюстрация примерно, что собой представляет полая Земля. Он двигался на Северный полюс. И по вот этой вот кромке воды, а он же плыл на корабле, они вошли в полости внутренней Земли. То есть он все это на себе прочувствовал. То есть какой-то момент отсутствия веса, и какой-то момент этот произошел как раз где-то на расстоянии примерно 150 миль, это примерно где-то 250 километров. Нам это важно. Кстати, перед вами как раз примерная схема, как устроена Земля. То есть в центре она полая, вверху, внизу есть технологические отверстия, через которые происходит как раз перекачка основных масс воды. Плюс это дает понять, почему, например, наша Земля не разрушается. Потому что представьте, у вас в центре находится источник тепла и света. То есть у вас все изнутри постоянно подогревается. Вопрос, вы когда-нибудь пробовали постоянно греть чайник? Он у вас просто выкипит, да и все. То есть и взорвется. То есть должны быть постоянные извержения вулканов. Дикая динамическая деятельность, а мы ее не видим. Такое ощущение, что есть клапана, которые сбрасывают давление там избыточное, и наоборот, снизу клапан открывается, когда давление нужно наоборот добавить. То есть нет такого, что постоянно идет нагрев сумасшедший изнутри, а есть такое ощущение, что Земля-то полая, а вся эта магматическая деятельность, она ведется как раз, происходит в этом промежутке корки Земли, где-то на расстоянии примерно 150 миль или 250 километров примерно. И как раз это и есть нейтральная зона. Но давайте возьмем в сотрудники нашу науку. И свежайшие данные, ссылки, как всегда, на материалы в описании. Что же наука говорит нам, которая изучает вот эти сейсмические волны, что она говорит? Вот читаю вам текст, который выдержка. Полученные результаты нас сильно удивили. Потому что на расстоянии 410-660 километров, то есть современная наука, я отступлю, показывает как раз то расстояние, про которое нам старый норвежец говорит. А это ж уже прошло, извините, больше 100 лет. Так вот, что они говорят сейчас? На глубине 410-660 километровой границы присутствует более сильная топография, чем в скалистых горах или Апалачах. И, внимание, это именно текст от науки. И она столь же сложная, как и та, что мы наблюдаем на поверхности Земли. Повторяю, топография на глубинах 410-660 километров такая же сложная, как на поверхности Земли. Вы скажете, это мало, это дополнительный плюс, который говорит, что топография внутренней полости Земли не сильно отличается от нашей внешней. То есть там то же самое, реки, долины, горы, все так же, как и у нас здесь.
Кстати, рекомендую вам ознакомиться с докладом Дмитрия Яшкардина, ссылки, как всегда, в описании, про полую Землю. Я не буду вам рассказывать его весь, я просто хочу сказать то, что высказывает Дмитрий на основании научных данных. Он говорит следующее. Суть его доклада в одном предложении, что если знать, какая масса центра Земли, то остальной массой Земли, в принципе, можно пренебречь. Но это как я его понял. То есть, о чем это говорит? То есть, центр Земли имеет настолько большую массу, что остальная часть Земли может быть просто пустой. Это никаких противоречий не содержит. И Земля все равно будет работать, вся эта система. Ну, перейдите, ознакомьтесь с его данными. Но я хотел бы напомнить вам легенду племени Макуси. Потому что, совершенно независимый источник. Какое-то племя, которое жило и живет, наверное, сейчас в Южной Америке, которое до 1907 года, опять же, говорило о том, что они путешествовали под землю примерно 13-15 дней. Именно там, на другом конце света, во внутренней земле, живут гиганты. Существа около 3-4 метров в высоту. В прошлый раз я примерно посчитал расстояние до того места, где терялся вес, которое наступает, примерно на 8-й день. И общий километраж тогда я посчитал, 240-250 километров. И, о чудо, фактически я попал в точку. Это как раз середина того места, которое утверждает старый норвежец, опять же, совершенно независимые источники, который говорит, что да, примерно на глубине 250 километров приходит потеря веса. А общее путешествие до гигантов сколько проходили Макуси? Они проходили от 13 до 15 дней, путешествовали. Добавим еще 5-7 дней пути им, это еще примерно 200-300 километров. Итого, за 13-15 дней пути, согласно моим подсчетам, Макуси могли проходить от 450 до 600 километров для путешествия к внутренним полостям Земли, что опять же полностью соответствует легендам старого норвежца, легендам нашей современной так называемой науки, которая независимо от всех, опять же, выявляет эту же топографию на этой же глубине, давая нам подтверждение, что перед нами высокоразвитая цивилизация полой Земли. Я покажу всю ее высокоразвитость. Я сейчас просто вам хочу напомнить, что, опять же, те же индейцы других территорий Америки говорят нам, что на вершине горы Шаста в Калифорнии легенды индейцев утверждают, что именно в этом месте есть вход в полой земли, потому что оттуда выходили люди очень высокого роста. Также легенды индейцев ацтеков говорят о том, что племя Учоли были выходцами из подземного мира, входы, которые расположены возле города Тепика. Это все бывшие вулканы. Бывшие, то есть опять же, выход из глубин. Письменные легенды индейцев гласят, что входы в подземный мир расположены в районе Паса-дель-Кортес, неподалеку от священных вулканов. Опять же, почему вулканы священные? Именно там высокие светловолосые люди выходили из-под земли. Я в качестве иллюстрации взял мою информацию из гигантов 16 века, из гигантов Перу, Южной Америки. Опять же, высокие, светловолосые. Ссылки на материалы, как всегда, в описании. Можете познакомиться с теми гигантами, следы которых есть по всему миру, во всех сооружениях, вещах, которые недавно еще были на поверхности, их фиксировали. А что же говорит нам старый норвежец, который путешествовал и встречал их в 1829 году? Гиганты были 3,6 метров в высоту. Они все носили полные бороды, у них были умеренные красивые лица, чрезвычайно светлые, с румяным цветом лица. Женщины в среднем от 3 до 3 метров 30 сантиметров. Их черты лица были особенно правильными и усовершенствованы, в то время как их цвет лица имел самый тонкий оттенок, усиленный здоровым румянцем. И, внимание, язык людей внутреннего мира
очень походил на санскрит. Перед вами как раз иллюстрация из этой книги, ссылки на которые в описании. И посмотрите, внизу стоит норвежец с его отцом, рост которого примерно 1,90 м, а перед ним гиганты, светлокожие ребята, которые говорят на санскрите. Кстати, он же их встретил, они его погрузили на какой-то гигантский корабль, который непонятно на чем работал, но об этом чуть ниже. То есть старый швед буквально 200 лет назад опять же встречает в полой земли гигантов. И не только их. Он также говорит, что живут они очень долго. Что им разрешено жениться, когда им будет минимум от 75 до 100 лет. И это только мужчинам, а женщинам не намного меньше разрешено. Ну, тоже где-то в районе 70 лет им только разрешено жениться. А вообще их возраст часто доходит аж от 600 до 800 лет, а в некоторых условиях значительно старше. То есть этот гигантизм достигается не только внутренними условиями, но и сверхдлинной продолжительностью жизни. Опять же, той длинной продолжительности жизни, о которой мы знаем только из легенд. И легенд недавнего прошлого, которая говорит, что люди жили очень-очень долго. Ну, вплоть до какого-то потопа. Как мы видели, потопа было много. Но вернемся к тем легендам, которые мы наблюдали еще в 16-17 веке. Опять же, это Южная Америка, максимальное приближение к Южному полюсу. Это космология Джилема Летесту, 1555 год, все ссылки в описании. Так вот, что говорит старый скандинав? Он тоже обращает внимание, что жители Патагонии в Южной Америке это, вероятнее всего, единственные аборигены из центра Земли, которые вышли через отверстие, обычно определяемое как Южный полюс, и их называли расой гигантов. То есть при так называемом открытии Америки они там присутствовали, эти гиганты светлокожие, светловолосые, плюс необычные животные, ну типа птеродактиля. Об этом же говорил, что-то подобное говорил и утверждал и Ричард Бёрд, который всего-то в середине, грубо говоря, 20 века встречался с жителями, ну или думал, что встречался подземной цивилизации. Вполне вероятно, что это как раз были представители полой Земли. И опять же, где он с ними встречался? В районе Южного полюса. Об этом же в середине 20 века мы встречаем эти же сведения у нацистской Германии, которые утверждали, что они попали в полости полой Земли через Южный полюс. И можно, конечно, как угодно воспринимать вот эти карты, на которых показаны полости внутренние Земли, но обратите внимание на количество суши и воды. Опять же, это все объясняет, почему вода на Земле уравновешена. А с другой стороны, она нам показывает, что если происходит потоп, кстати, на северных территориях, откуда возьмется дополнительная вода? Как я говорил и раньше, она возьмется из-под земли. Но в данном случае уже из-под земли, из подземного мира. Так вот. Хотелось бы обратить ваше внимание, что у нас существует подземный океан, и наука это признает, что воды под землей от 4 до 11 раз больше даже, чем на поверхности Земли. Что нам говорит старый скандинав? Что существует подводный океан, но примерно 3/4 внутренней поверхности Земли суша, и приблизительно 1/4 вода. То есть очень похоже на ту информацию, что изображена на картах нацистов середины 20 века. Там примерно такое же соотношение воды и суши. Он говорит о том, что есть многочисленные реки огромного размера, которые несут свои воды как в северном направлении, так и в южном. Некоторые из этих рек составляют до 30 миль по ширине. И это вне этих обширных водных путей. В чрезвычайных северных и южных частях внутренней поверхности Земли, в регионах, где низкие температуры сильны, происходит, в регионах имеется в виду полой Земли, происходит формирование пресноводных айсбергов. Не странно ли, что в нашем современном мире не был найден айсберг,
с которым бы столкнулись или в Арктическом, или в Антарктическом океанах, который не составлял из пресной воды. То есть наука не может решить эту проблему. А почему они состоят из пресной воды? Откуда айсберги берутся, если они, по словам науки, образовываются в соленых водах океанов? А тут простое объяснение. Эти айсберги берутся во внутренней полости Земли, они как раз формируются из вот этих вот пресноводных рек, и нет никакого там выпадения соли, который там вот оно все замерзло, как говорит наука, океаническая вода замерзла, и соль почему-то решила выпасть, а потом опять все замерзло, и образовались айсберги пресноводные. А полая Земля объясняет все очень просто. Эти айсберги взялись как раз из полой Земли. И они как раз и составляют этот неприятный барьер из айсбергов и льда, когда те же нацисты, они подныривали под ними. Олаф, вот этот старый скандинав, он когда выходил из полости через Южный полюс, вот как раз эти айсберги погубили его корабль и отца, и он сам оказался на льдине, на какой-то части айсберга, и его чудом подобрало китобойное судно. То есть через 2 года после того, как они пропали в водах северной части Земли, то есть Северного полюса, только через 2 года нашли этого скандинава в южной части Земли, возле Южного полюса. И он был на льдине, то есть он спасся просто чудом, чтобы нам донести информацию о том, что Земля-то полая. Обратимся опять же к картам древности. И в чем здесь нюанс? Вот эта карта 16 век, только открыта Америка, Патагония, рядом Южный полюс, но гиганты, все в наличии. Но еще один момент. Гигантам всегда прилагалась летающая тарелка. Вот она изображена, как бы сирена ее запускает, то есть они вылетали с каким-то шумом из-под воды. А теперь давайте обратимся как к старому скандинаву, потому что я вам обещал показать то место, где сейчас на нашей земле массово используются НЛО, как мы их называем, а на самом деле просто типа виманы, вайтманы. И давайте прочитаем, в каком транспортном средстве примерно 200 лет назад путешествовал старый скандинав. Давайте дадим ему слово. Это транспортное средство было, несомненно, некоторым электрическим приспособлением. Оно было бесшумно и бежало на единственном железном рельсе в прекрасном балансе. Что-то типа монорельса. Но поездка была совершена на очень высокой скорости. На вершине каждого автомобиля, это было начало 20 века, он мог сравнить только с автомобилем, были высоко приспособлены колеса. Это важно. Я вам в прошлый раз в Виманике Шастри предлагал обратить внимание на эти колеса. Я вам сейчас опять их покажу. Лежащие на их сторонах, и которые были так автоматически приспособлены, что как скорость автомобиля увеличилась, транспортного средства типа монорельса, высокая скорость этих колес геометрически увеличилась. Жюль Гальдеа, это гигант, который их сопровождал, объяснил нам, что эти автоматически возобновляемые, похожие на вентиляторы колеса, внимание, колеса похожи на вентиляторы, сверху автомобиля, то есть они стоят сверху, разрушали атмосферное давление или что-то общее понятное под этим термином. И с этой силой, таким образом разрушенной или ставшей пустячковой, автомобиль столь безопасен от падения на сторону от единственного рельса. Он движется как будто в пустоте. Эти колеса в их быстрых революциях, разрушающих эффективно так называемую власть тяготения или силу атмосферного давления, или без относительно мощного влияния, которым это может быть, то, что заставляет все неподдержанные вещи упасть вниз на поверхность Земли или на самую близкую точку сопротивления. Я извиняюсь за текст, потому что это текст взят с оригинала. Описался он, извините меня, в 1908 году. Человека, который побывал в высокоразвитой цивилизации. Я его полностью сохранил для того, чтобы вам показать, что вот это вот все придумать,
Это нужно еще постараться. И это нужно постараться, вот обратите внимание на руку Виману, которую я вам показывал в прошлый раз. Это Вимана на антигравитационной тяге. Я вам говорил, обратите внимание на нее вверх. Вот эти колесики, пропеллеры вверху ее. И теперь, благодаря старому скандинаву и одному из гигантов, мы понимаем, что это действительно транспортное средство, которое движется возле какого-то монорельса, потому что это, скорее всего, устоявшиеся маршруты между гигантскими городами. И это транспортное средство разрушает силу тяготения, которая тянет все к поверхности Земли, уменьшается резко вес, и автоматическая балансировка позволяет ему двигаться с гигантской скоростью, при этом потеряв свой вес. То есть сведения, которые дает нам старый скандинав, который, напомню, попал во внутреннюю полость Земли в 1829 году, а написал эту книгу в 1905, а вышла она где-то в 1908, просто не мог это придумать, он мог только это увидеть и передать то, что он видел. Почему текст и сложение такой странный? Но это полностью соответствует Виманике Шастре. И опять же мы видим полное совпадение антигравитационную тягу. Плюс хотелось бы напомнить, что современная наука также фиксирует сигналы из-под Земли, которые уходят в космос. Вопрос, а кто их-то отправляет? Теперь мы можем точно сказать, их отправляет высокоразвитая цивилизация пола Земли. Ссылки на материалы, как всегда, в описании. Плюс старый скандинав нам дает еще одну подсказку. Что же он там заметил? Люди очень музыкальны и обучены в замечательной степени в областях искусств и наук, особенно геометрии и астрономии. Астрономию надо знать, если ты собираешься путешествовать между звездами. Их города оборудованы обширными дворцами музыки. Это важно. Где весьма часто целых 25 тысяч крепких голосов этой гигантской расы нарастают дальше в могущественных хорах большинства возвышенных симфоний. Дети, как предполагается, не посещают учреждения науки прежде, чем им будет 20 лет. Тогда их школьная жизнь начинается и продолжается в течение 30 лет, 10 из которых одинаково посвящены обоими полами исследованию музыки. Подчеркиваю, музыки. Их основное призвание – архитектура, сельское хозяйство, садоводство, подъем обширных стад рогатого скота и построение транспортных средств, специфических для той страны, где путешествия на земле и в воде. Это, я так понимаю, для нас того времени он говорил. С помощью некоторого устройства, которое я не могу объяснить, они держат коммуникацию друг с другом между самыми отдаленными частями их страны, основанную на воздушных потоках. То есть коммуникационное устройство, которая позволяет им держать связь на любых расстояниях в своей стране. Я думаю, в следующих видео покажу, как оно выглядит, потому что это, в принципе, технология, опять же, старая. Она даже в нашем современном мире немножечко проклюнулась. И там даже не нужно говорить вслух. Это просто прием информации, информация поступает прямо в голову, то есть нет каких-то лишних звуков для других. Здесь нам другое важно. Здесь нам важно, что они очень много внимания уделяют музыке. Музыка – это, опять же, стоячие волны. Волны, которые нужны для транспортных перемещений, в том числе и космических. То, что я вам показывал на тех технологиях, которые существуют на поверхности Земли, но разрушены, у них оно все функционирует. В том числе и коммуникация держится через эти стоячие волны. Я вам говорил, что стоячие волны транспортируют не только транспортные средства, не только информацию, не только энергию. То есть это общий комплекс. Есть они природные, их можно сделать техногенными, и они же служат для обеспечения всего в природных циклах. Поэтому, опять же, все здания установлены со специальными отношениями к силе, долговечности, красоте и симметрии, со стилем архитектуры, значительно более привлекательным для глаз, чем любой, который я когда-либо наблюдал в другом месте. Это старый скандинав нам рассказывает.
Купола общественных зданий были золотыми. Они использовались наиболее обильно в отделке больших храмов музыки. Подчеркиваю, в отделке больших храмов музыки. То есть те сооружения, которые так называемые современные мыслящие человеки, в кавычках, используют для битья головой о пол, на самом деле это храмы музыки, которые должны строиться по старым канонам, в специальных местах, использовать эти места силой, стоячие волны, давать определенный музыкальный эффект, который опять же обеспечивает передвижение, связь, неисчерпаемый источник энергии, омоложение, продление сроков жизни и облагораживание всей территории и поднятие ее вибраций, что позволяет увеличить не только здоровье, но и сроки жизни людей. А теперь сравните с тем, что существует сегодня. И попробуйте назвать себя разумными людьми. Или хотя бы просто людьми, которые могут мыслить. Но мы это и собираем, чтобы люди научились снова мыслить и увидели то, что может быть. То же самое это объясняет вполне возможно и так называемый стон Земли. Помните, по всему миру есть какие-то гигантские звуки, когда Земля стонет, из-под Земли выходит какая-то вибрация. Вполне возможно, что по волноводам из пола Земли идет распевка многотысячных хоров великанов. А мы, конечно, это нас пугает. Все ссылки на материалы, что такое стон Земли, как всегда, будет в описании. Что же нам еще говорит старый скандинав? Наш внешний мир был создан исключительно для внутреннего мира, где расположены 4 больших реки. На вершине высокой горы, около источника этих 4 рек, скандинав утверждал, что обнаружен давно потерянный сад рая, он же истинный пуп земли, и потратил более 2 лет на изучение и разведывание в этой изумительной внутренней земле, обильной, с громадными растениями и гигантскими животными. Земле, где люди живут столетиями. Область, где 1/4 внутренней поверхности Земли и 3/4 вода. Где есть большие океаны и много рек и озер, где города превосходны в строительстве и великолепии, где способы транспортировки столь же далеки от наших, как мы с нашими достижениями перед жителями самой темной Африки. Но это 1908 год. В центре этого обширного вакуума место электричества гигантского шара тусклого красного огня. Не поразительно блестящего, но окруженного белым, умеренным ярким облаком, выделяющим однородную теплоту и остающегося в самом центре этого внутреннего мира неизменным законом тяготения. Это электрическое облако, известное людям внутри, как место жительства дымчатого бога, внутреннее солнце. Дело в том, что когда он описывал этот пуп Земли, мне всегда вспоминалась Дарья с ее 4 основными реками. Поэтому я взял ее для иллюстрации, но можете перейти по ссылке и ознакомиться полностью с текстом, потому что здесь выдержки, там всего-то 41 страница, но здесь выдержки самого интересного. Также старый скандинав, побывав в полостях Земли, в полой, он утверждал, что большие деревья секвой Калифорнии считались бы простым подлеском по сравнению с гигантскими лесными деревьями, которые простираются на мили и мили во всех направлениях. Во многих направлениях вдоль предгорий гор обширные стада рогатого скота были замечены в течение прошлого дня нашего путешествия на реке. Их там возили и показывали это все. Так вот, могущественные деревья от 240 до 300 метров в высоту. Это только то, что он видел. И от 30 до 36 метров в диаметре. Перед вами как раз знаменитые иллюстрации с видео на Земле лесов нет, где деревья были когда-то еще больше. Просто некоторые условия изменились и под землей, что деревья стали и там чуть меньше, а раньше они были гигантскими, и на поверхности Земли. Опять же, это все подтверждается. И то, что мы видели, плюс мы видели с вами на картах древности не только гигантских людей,
но и гигантских животных, гигантских морских существ, непонятно откуда бравшихся, но они все брались рядом с Северным полюсом. Вот их рисовали рядом с Северным полюсом. Они гигантские размеры имели, как та же биосфера, которую встретил швед. Ну, встретил он ее буквально 200 лет назад всего лишь. Примерно. А теперь понятно, откуда они брались. И именно, скорее всего, недавний потоп закрыл им прямую возможность попадания к нам. Почему? Потому что, кстати, вот гиганты у него интересовались картой Земли. Потому что они считали, что она изменилась. То есть что-то изменило карту, которая была у них до этого, кстати. Кстати, это единственная фотография, которую я нашел, которая фиксирует Северный полюс, непонятное красное свечение в центре полюса, непонятную дыру, ну, как иллюстрация входа в этот внутренний подземный мир. Можете оставить на паузу, почитать. Здесь описывается как раз этот дымчатый бок, то есть центральное солнце. Это действительно очень интересно и важно, если понимать, почему это происходит и что за излучения там даются. Ну, кстати, старый скандинав отмечал, что все 2 года, которые он там пробыл, он никогда не чувствовал себя лучше. То есть атмосфера, биосфера того, что там происходит, она намного лучше, чем на Земле. И она как раз и обеспечивает в качестве долгожительства, здоровья и определенных энергетических потребностей жителей, которые живут внутри нашей Земли. Это одна из иллюстраций нашей Земли, где даны и небеса, где даны и ближайший космос, где дана и поверхность Земли, и внутренняя полая Земля. Ну, а это тоже иллюстрация уже наших дней, которые показывают, что да, действительно, множество легенд, о которых рассказывают, что Земля полая, что там есть поселение, внутреннее Солнце, а все Земля на самом деле содержит более высокоразвитую цивилизацию, которая общается с другими высокоразвитыми цивилизациями. И вот эти так называемые НЛО, в том числе из подземного мира. Ну а для иллюстрации, что это не единичный случай, это не просто наша Земля опять уникальна, там скажут, нет. Вот вам иллюстрация Сатурна. Сатурн его полюс. Ну, мало какое-то, опять же, мы видим расширение типа шестигранника, что опять не очень-то похоже на, скажем так, природное. Ну и технологическое отверстие в центре этого шестигранника. Еще одна фотография Сатурна. Опять же, шестигранник на полюсе и технологическое отверстие, скажем так, в центре полюса. Что говорит нам о том, что это, скорее всего, структура всех звездных объектов. Ну, давайте подытожим. Выводы простые. Все источники подтверждают существование полой Земли и жизни в глубине высокоразвитой цивилизации, жители которой, как и животный, и растительный мир, имеют гигантский рост. Ну и второе, можно предположить, что все небесные объекты повторяют строение полой Земли. И все легенды, которые говорят, что жизнь возможна и существует везде, в том числе и на нашем Солнце, это все нужно изучать. Ну, ссылки на использованные источники в описании. Ну, помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Ну, не превращайтесь в четвертую обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях, для того, чтобы здравомыслия стало больше, новые исследователи подключились к этому направлению, ну, больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео, там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон.
Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.